Я приветствую вас, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз на 10 дней, на декаду. Узнай будущее. Чего ждать? Вот чего нам ждать, мои дорогие Овны, за период с 21 по 31 января. Давайте эти события с вами и раскроем. Каковы же они, события ближайшего будущего? И начнем мы с колоды Ленорман. Достанем 4 карты и посмотрим, в какой последовательности видят карты развития событий. Позже дополним колодой Таро и проясним по основным сферам жизни или раскроем неожиданности, как карты видят. Но первые 4 карты мы позволим самим картам, не задавая вопросов, а вы переложите эти тонкие нюансы на составляющую своей жизни, как значения карт могут откликаться в вашей душе. С чем это может быть связано? Не такой большой период, но все же. Достаем 4 карты. События ближайшего будущего. События ближайшего времени с 21 по 31 января 2025 года. И на второй колоде уже Таро мы с вами проясним, каковы неожиданности. Первая карта – неожиданность. Возможное. В чем ваша сила, в чем ваш успех, что у вас исполнится, что вам помогает, какие плюсы, какие бонусы, мои дорогие Овны. И далее по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, и здесь учеба, согласование каких-то документов, финансовые вопросы или конкретно деньги, личная жизнь. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Что ж, будем смотреть. Ух ты, вопросы денег. Вообще рыба, прекрасная карта. И здесь два направления. У кого-то это переезд, путешествие или просто недалекие поездки. Сам по себе активный период, когда либо что-то согласовывать, либо с кем-то встретиться, либо к вам кто-либо может приехать. Здесь перемещение проходит всегда по карте рыба. И второй момент – это наше благополучие, что немаловажно, конкретно деньги. Улов буквально, да? Или, может быть, те деньги, которые вы долгое время ждали, они как раз к вам приходят. Поэтому денежная тема, она, конечно, на первом месте у вас может быть в эти дни. Может быть, это не сами по себе деньги, а те вопросы, которые можно в конечном итоге свести к финансам. Или подписание каких-то важных соглашений по работе. И мы еще в январе можем пересматривать как и брачные контракты, так и соглашения рабочие, контракты, опять же, по вашему месту службы, по занятости. Но в конечном итоге это тот материальный эквивалент, который мы получим. Но с учетом карты рыбы вы должны остаться довольны. Давайте откроем вторую карту. Более чем довольны. Карта Клевен. Клевер очень добрая и благополучная карта. И все то, что я где-то уже по карте рыбы перечислила, это входит в карту Клевер. Но это достаточно спокойный период жизни. Поэтому я могу сказать, на эти 10 дней нет какой-то синкопы. Все идет своим чередом. И, скорее всего, больше будет приятных моментов, нежели те, которые вас могут озадачить. Карта Змея. Безусловно, этот аркан будет говорить о том, что вы должны быть внимательны. По аркану могут проходить и те люди, которые за нами наблюдают. Они могут не действовать, вам не изъявлять какого-то своего намерения. Это может быть тот человек, который как в тени, за кулисами. Поэтому, если мы говорим, могут за вами наблюдать, тогда будьте внимательны. Ваша энергетика на эти 10 дней должна быть такая, что, ну, вроде бы все хорошо, но какой-то подвох, как возможность допустить стоит. Здесь нельзя расслабиться, это точно. Для кого-то это проиграется буквально, иногда это проигрывается змея, как ваша личная жизнь и где-то вопросы страсти. Но в основном это про мудрость. Поэтому будьте мудры, принимая какие-либо решения, может быть, по части денег, финансов, благополучия, жилья или подписывая какие-то документы, мои дорогие Овны. Что же еще? Может быть, знаете как, не время обнародовать то, что вы собираетесь сделать в последующее время. Карта гора, всегда препятствие. Но впереди у нас карта змея.
Вы можете за чистую монету или из добрых побуждений кому-то рассказать, что вы намереваетесь сделать. И человек затаился, вам ничего не сказал. Может быть, вы даже сочтете кого-то за своего друга. И рассказав о себе, может быть, немного больше, чем это вас следовало, вы ведь не можете быть уверены, может быть, как раз вы надеетесь на то, что ваши мысли или вот этот разговор, он останется между двумя вами, а здесь это может быть проявлено как, ну, в свою пользу. Вот какой-то, я могу такое допустить. Человек кому-то передаст эту информацию, и тогда это может каким-то образом для вас означать эту гору или как какое-то, ну, препятствие для осуществления задуманного. Банально, если вы находитесь на работе, собираетесь строить карьеру, будьте сами на своей волне. Не ищите каких-то, ну, может быть, среди коллег и единомышленников. Рядом карта змея– это факт. Тут скорее помешать могут. Могут просто позавидовать, кстати. Или второй момент. Могут подумать, а что это он или она, то есть вы, надумала тут такую карьеру строить. Или почему бы мне эту должность не получить? Ну, наверное, самые разные варианты. Или вы не знаете, какие еще есть у человека планы. Поэтому мудрость, безусловно, она проходит. Но есть еще и такое значение, что где-то карта говорит, ты вынужден будешь, Овен, принимать какие-то хитрые шаги и решения, чтобы обойти вот эту гору, какое-то препятствие. Но молчание– это точно золото, потому что змея, она у нас наблюдает. И это можно расценивать как совет. Наблюдайте, делайте выводы, мудро оценивайте то, что вы хотите осуществить, и как к этому располагает обстановка. И правда, если вы словно упираетесь в какую-то стену, или будем говорить, как гора, не стоит настаивать. Видимо, не самый лучший момент. Может быть, это будет касаться самого конца, окончания, завершения месяца. Всему придет свой срок. И, кстати, тут может быть еще, смотрите, на карте гора очень много птиц изображено. Надеюсь, это видно. Птицы– это информация. И поэтому тут какая-то может быть разрозненная информация. Та, которая не совсем правдива, на основе которой вы пока еще не можете отстроить четкую последовательность своих действий. Вам придется перепроверять, может быть, эту информацию, чтобы окончательно понять, для меня это препятствие или нет. Могу я сейчас действовать или я лучше еще подожду удобный момент. Но определенно точно куда-то не спешите. Неожиданность. Всему свое время, мои дорогие овны. И это карта трансформации. Вот конкретно в этой колоде. 8 жезлов сошлись в одной точке. Какой-то удачный момент. Значит, где-то будет то. Или тот период, когда торопиться не следует. Но вы явно прочувствуете. И тот день, может быть, или тот час, когда действовать совершенно необходимо. В неожиданностях к вам могут прийти какие-то предложения. Правда, может и прийти информация, перепроверять ее стоит. Но, видимо, принимать вам придется окончательное какое-то важное решение, чтобы не упустить время. Поэтому немножко разной энергии в эти 10 дней. И где-то вы должны и не упустить, именно по восьмерке жезлов, удачное предложение или стечение обстоятельств, или когда вы услышите, может быть, новость какую-то и поймете, что пора, или меняется какой-то закон, выходит подзаконный акт, и вы видите, что вам это как раз позволяет получить нужный документ или каким-то образом действовать. Здесь всегда по восьмерке жезлов вы набираете темп, вы набираете словно обороты, скорость. Поэтому все приходит в свое время, это точно. В неожиданностях, может быть, вы где-то уже расстроились, что слишком все спокойно, вот и такое могу предположить. Или мой вопрос никак не решается. Тогда будьте готовы буквально взять мечту, потому что что-то может ускориться. Но делать это нужно, основываясь не только на самого себя, но и, может быть, по минимуму привлекая к решению данного вопроса, темы, что там у вас будет проясняться или ускоряться. Каких-то единомышленников нет. Тут явно есть какая-то гора, которую вы должны преодолеть в одиночку, и у вас для этого будут возможности. Но скорость сама по себе. Не упустите время, ведь восьмерка жезлов говорит, если ты сейчас можешь действовать, или ты буквально где-то
включаешься в какой-то вопрос. Может быть, это банальная такая ситуация. Вы сидите на работе, к примеру, и вы себе уже составили какой-то план рабочий, чем вы будете заниматься. И вдруг из другой области, которая, к примеру, она касается личной жизни, а вам нужно собраться, подпоясаться и куда-то поехать. И значит, мои дорогие овны, вам придется быстро переключиться на что-то другое. Где-то восьмерка жезлов об этом тоже говорит. У кого-то и так может проиграться. Примите это к сведению. Ну, события какие-то. Может быть, это вы узнаете, что к вам кто-то едет. И это я тоже могу такое допустить. В чем ваша сила, в чем ваш успех? И тут сама по себе шестерка пентаклей. Это как помощь высших сил. Это помощь конкретного человека, может быть. Это удачное стечение обстоятельств. Вот впереди восьмерка жезлов. Все то, что я сказала. И сам весь в целом период, может быть, с 21 по 31 января, ну, такой ровно спокойный. Но значит, будет как минимум один день, когда что-то у вас ускорится. И это нужно не упустить, не потерять. У кого-то из вас в чем ваша сила? Вы решите финансовые вопросы или вы получите деньги. Может быть, вы получите какие-то важные согласования по бумагам или важные известия. Но победа у вас определенно в чем-то будет. Или это конкретно в деньгах, или это важные документы, или какие-то согласования, или помощь конкретного человека, может быть, даже как дельный совет. Но значит, вы его сумеете переложить быстро на практику и получить результат. Дела, работы, бизнес. Тут главное не замечтаться. Может быть, об этом нам говорит змея. И обратите внимание, мечтает наш молодой человек, что он представляет? Где-то себя, не здесь, где он находится, это точно. Может быть, какая-то личная жизнь. Но в итоге вот эти его мечты и почему-то рядом пустая миска и хрюша с крыльями. Мы знаем, что свиньи не летают. Это я так уже для гротеска добавляю, поэтому не замечтайтесь. Все идет хорошо, но есть и ускорение. В какой-то момент нам снова говорит карта: не упусти попажу чаш. Здесь могут быть, если мы говорим про змею, и добрые даже отношения по делам, по работе, в принципе, приятные контакты. Здесь могут быть и какие-то комплименты, хорошее настроение, мои дорогие овны. А тем не менее, не все то золото, что блестит. И то, что нам пытаются транслировать, это не означает, что человек искренне где-то настроен на это, или что он искренне так думает по части дел, работы, бизнеса. Здесь есть какая-то конкретика. И тогда вот как раз у вас и получается что-то осуществить. Что у нас по деньгам? Королева Пентаклей. Здесь может быть не обязательно королева. Все же мы по полу карту не рассматриваем. Но какой-то человек, который прочно стоит на земле, который, ну, умеет правильно распорядиться деньгами или решить какие-то вопросы. Вообще это качество было такое в людях, которые благополучие, надежность. Вот у вас в финансах либо вы получаете финансы, либо вам кто-то приходит на помощь, или у вас получается согласовать вопросы по части недвижимости, подписать или переподписать какие-то контракты, но опять же важные какие-то документы и бумаги. Любой вопрос, который по части денег, его нужно решать в практичном плане. И я должна сказать, вверху у нас шестерка пентаклей, поэтому по части финансов или важных документов, которые сводятся к финансам, или сами по себе деньги, они приходят, здесь у вас решается что-то очень положительное. Что же в личной жизни? В личной жизни мы должны устранить какую-то путаницу, двойка мечей. Обратите внимание, в этой колоде карт вороны – это тоже где-то символ мудрости. Может быть, мудро подойти к решению какого-то вопроса, который именно касается личной жизни. И вот два ворона пытаются снять как будто повязку с глаз девушки, чтобы она увидела какую-то реальность. Она ее не видит. Тут нам как будто развилка, две дороги, направо и налево. И мы словно потерялись. Девушке как минимум нужно развернуться для того, чтобы понимать, что происходит. И посмотрите, подсвечено словно дороги даже огоньками. Я надеюсь, это видно. Но как минимум снять повязку с глаз определенно точно следует. И я всегда говорю, двойка мечей – это своеобразный выбор. И мы направо-налево одновременно не пойдем в двух направлениях. Нужно выбрать что-то одно. И своеобразный выход из лабиринта у вас должен быть. Вы его должны сделать, именно этот выбор. Так если мы говорим про воронов, которые пытаются
стянуть эту повязку с глаз девушки. У них ничего не получается. И наоборот, они ухудшают эту ситуацию, они путают ей волосы. Поэтому не обращайтесь за советом кому-то. Вы будете слышать досужий совет досужего человека. Или не слушайте по части личной жизни, может быть, даже советов тех, которые близкие наши. Они, может, нам желают чего-то очень хорошего. Но решение, мои дорогие овны, вы должны принимать сами, чтобы не было какой-то паутины мыслей. Давайте карту совет. Четверка жезлов. Праздник после победы. Вы знаете, у кого-то здесь могла быть ссора, к примеру, да? Или у кого-то могла быть ревность, кстати. Вполне вероятно. И тогда вам просто нужно привести действительно мысли в порядок, открыть глаза и правильно оценить обстановку или ваши отношения. Здесь есть какая-то конкретика. Да, закрыть глаза на что-то вы не можете. Но и с другой стороны, лишние эмоции, они тоже могут помешать. Здесь как-то рационально нужно решить тот или иной вопрос. И тогда четверка жезлов, праздник после победы. Нам уже сказали, что праздник есть, благополучные вот эти 10 дней, по крайней мере, ожидаются, я должна сказать, астрологически это тоже может быть очень неплохой период. И все то, что вас радует, мои дорогие овны, или то, что способствует вашему прогрессу, или то, что вам добавляет улыбок на лице, то, что как люди, может быть, которые на вас положительно влияют, вот это надо все сохранять. Где-то не настаивать на своем, чтобы этот праздник был, это всегда взаимодействие. Мы не можем изменить людей, но очень часто обстоятельства складываются так, что мы вынуждены тоже обращаться к кому-нибудь. И карта совет четверка жезлов. У тебя этот праздник, Овен, должен быть не кратковременный, а продолжительный. А еще четверка жезлов – это как наш якорь. Это где-то как по карте клевер. Но только клевер у нас может говорить о том, что именно вот в 10 дней пока этот период. А карта совет говорит, ты это должен продолжить на долгий период времени. Сохраняй свои позиции и сохраняй все то, что дорого тебе, любимо, то, что откликается в твой адрес. Может быть, это и близкие, которые вас ценят и любят таким или такой, какая вы есть. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Кстати, по королеве Пентаклей иногда проходят наши именно близкие супруги или партнеры по браку, партнеры по личной жизни. И здесь тоже какая-то, или совет какой-то отдельный может быть, или помощь буквально финансов. Но значит, ваше это партнерство. Скорее всего, какое-то очень продуктивное может быть с такими людьми, которые, может быть, не обладают вашей харизмой, мои дорогие, но прочно стоят на земле, потому что они всегда надеются не на призрачную удачу, а на самих себя. Они умеют много работать и долго выдерживать какое-то напряжение. Поэтому есть партнерские отношения, и, может быть, они как раз у вас и определяют, как и по части дела, работы, бизнес, так и по части личной жизни. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.